Переговоры под вопросом. В Иране, возможно, военный переворот. Сядет ли Тегеран за стол переговоров и кто его будет представлять? Несмотря на объявленное Трампом перемирие, Иран демонстрирует баллистические ракеты и захватывает корабли. В Германии объявили о новой военной стратегии. Энергетические потрясения Европу может ожидать самое тяжелое лето. Да еще Москва перекроет кран казахстанской нефти. Очередной скандал с участием директора ФБР Каши Пателя. The Atlantic написал о его пьянстве на рабочем месте. Пателю не понравилась статья, и он подал в суд на издание. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакой сделки, если будет снята блокада с Ормузского пролива. На своей странице в Truth Social Трамп написал, что Тегеран теряет до $500 миллионов в день и добивается открытия пролива из-за финансового давления. Иран финансово рушится. Они хотят немедленно открыть Ормузский пролив. Отчаянно нуждаются в деньгах. Теряют $500 миллионов в день. Военные и полиция жалуются, что им не платят. СОС! Иран не хочет закрытия Ормузского пролива. Они хотят, чтобы он был открыт, чтобы зарабатывать $500 миллионов в день. А значит, именно столько они теряют, пока он закрыт. Они только говорят, что хотят его закрыть, потому что я полностью его блокировал. Закрыл. Так что они просто хотят сохранить лицо. 4 дня назад ко мне подошли люди и сказали: «Сэр, Иран хочет немедленно открыть пролив. Но если мы это сделаем, сделки с Ираном уже никогда не будет, если только мы не взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров». Президент Дональд Трамп. Ранее Трамп сообщил о бессрочном продлении режима прекращения огня, чтобы дать сторонам больше времени для дипломатических переговоров. При этом в Иране отвергли заявление о просьбе продлить перемирие и вновь пригрозили силой прорвать американскую блокаду. Продление Трампом режима прекращения огня ничего не значит. Проигравшая сторона не может диктовать условия. Продолжение осады ничем не отличается от бомбардировок и должно встретить военный ответ. Более того, продление Трампом режима прекращения огня, безусловно, является уловкой, чтобы выиграть время для внезапного удара. Настало время Ирану взять инициативу в свои руки. В Иране нарастает неопределенность, а слухи о внутреннем кризисе становятся все громче. В соцсетях и ближневосточных медиа распространяются сообщения о возможной борьбе за власть между гражданским руководством страны и корпусом стражей исламской революции. По неподтвержденным данным, под домашний арест могли быть помещены спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, президент Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи. Официального подтверждения этим сообщениям нет. Надежные международные источники пока не сообщали о перевороте или смене власти в Тегеране. Поводом для новых разговоров стали сорванные переговоры с США. По данным ряда комментаторов, иранская делегация в последний момент не вылетела навстречу, а внутри руководства страны нет единой позиции – продолжать диалог или отвечать жестко на внешнее давление. Дополнительное внимание вызвали заявления из окружения Галибафа. Его советник назвал продление перемирия ловушкой и заявил, что Иран должен сам перейти к инициативе. Это показывает, даже среди тех, кто связан с переговорами, мнения расходятся. Часть аналитиков считает, что внутри системы действительно идет спор между сторонниками переговоров и силовым блоком. Другие называют сообщения о перевороте информационной кампании, которую продвигают противники Ирана за рубежом. Пока нет признаков открытого захвата власти, но есть очевидный факт. Иранское руководство демонстрирует внутренние разногласия в момент серьезного внешнего давления. Экономика страны остается под санкциями, переговоры заморожены, а военные заявления звучат все жестче. Это создает ощущение кризиса, даже если до реального переворота дело не дошло. Сейчас главный вопрос не в том, произошел ли переворот, а в том, кто именно определяет курс Ирана в ближайшие дни – дипломаты или силовики. День электростанции теперь может наступить в любой день недели. В Иране разгорается ожесточенная борьба за власть, а президент Трамп проявляет большое терпение. 47-й президент говорит, что авиаудары США серьезно раскололи режим, поэтому Пакистан попросил нас отложить BNP Day, пока Иран не разберется со своими делами. Сегодня вечером там может произойти переворот. Никто не знает, кто реально отдает приказы. Венс, Уиткоф и Кушнер должны были вылететь в Исламабад, но так и не вылетели. Потому что иранская делегация тоже не вылетела. Что подозрительно, потому что этим утром Трамп сказал, что аятолла одобрил сделку. Они только что получили разрешение двигаться дальше, хотя я и так знал, что они это сделают. Я имею в виду, не думаю, что это означает, что они обязаны вести переговоры. И знаете, скажу одно. Иран может поставить себя в очень хорошее положение, если заключит сделку. Они могут снова сделать себя сильной страной, замечательной страной. У них невероятные люди. Но, похоже, они, знаете ли, кровожадны.
Итак, аятолла сказал своим министрам: колеса вверх, то есть вылетайте. Но военные сказали: не так быстро. По сути, мы наблюдаем еще один иранский кризис с заложниками. Только на этот раз они сами взяли себя в заложники, а вместе с собой и переговоры. КСИР не согласится передать пролив и уран. И именно их голоса имеют значение, потому что оружие у них. В Исламабаде состоялась встреча посла Ирана в Пакистане Резы Амири Магадама с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Кадры, опубликованные канцелярией премьер-министра, показывают беседу сторон в присутствии официальных представителей. Переговоры прошли на фоне продолжающейся напряженности в регионе и дипломатических попыток добиться деэскалации. По данным пакистанской стороны, участники обсудили текущую ситуацию в регионе и возможные шаги по поддержанию мира. Подробности переговоров не раскрываются. В столице Пакистана сохраняются повышенные меры безопасности. В Исламабаде вооруженная полиция дежурит на улицах и контрольно-пропускных пунктах возле отеля «Сирена Хотел», где может пройти новый раунд переговоров между США и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о бессрочном продлении режима прекращения огня, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию. Однако пока не ясно, согласятся ли на это все стороны конфликта, включая Израиль. Жители Исламабада внимательно следят за развитием событий. Многие считают, что только прямой диалог способен остановить войну, которая уже привела к тысячам жертв, росту цен и серьезным последствиям для мировой экономики. Пакистанские же власти надеются, что именно переговоры в Исламабаде помогут приблизить мирное решение кризиса. Без переговоров решения нет. Какой бы ни была ситуация, война или спор, ее можно урегулировать только через диалог всех сторон. Одного прекращения огня недостаточно, оно лишь откладывает проблему. В конечном итоге это приводит к потерям для всех, особенно для стран Азии. Должны быть переговоры. Обеим странам необходимо сесть за стол переговоров, особенно на фоне продолжающегося роста инфляции и общего ухудшения ситуации. Бизнес уже остановился. Трамп также должен участвовать в содействии этим переговорам. Обе стороны должны сесть друг напротив друга и начать диалог. Переговоры необходимы, потому что без них ситуацию не решить. Тем временем на улицах Тегерана проходят демонстрации военной техники на фоне сообщения о возможном продлении режима прекращения огня. На кадрах, опубликованных 21 апреля, жители столицы собираются на площадях Ванак и Энгелаб, где выставлены баллистические ракеты. Люди машут иранскими флагами, фотографируют технику и скандируют лозунги. По данным иранских СМИ, на одной из платформ могла быть представлена ракета класса «Хорем-Шехр», однако независимого подтверждения типа вооружения нет. Публикации появились после заявления президента США Дональда Трампа о намерении бессрочно продлить действующее перемирие, чтобы продолжить переговоры между Вашингтоном и Тегераном. При этом по состоянию на 22 апреля официально не сообщалось, готовы ли Иран и Израиль поддержать дальнейшее продление режима прекращения огня. Иран сообщил о задержании 2 коммерческих судов в Ормузском проливе. По заявлению Корпуса стражи Исламской революции, речь идет о судах МСК «Франческо» и «Эпоминондас». В Тегеране утверждают, что суда пытались покинуть пролив без разрешения, нарушали правила судоходства и вмешивались в работу навигационных систем, что создавало угрозу безопасности движения. По данным иранской стороны, оба судна были сопровождены в территориальные воды страны для проверки груза и документов. Ранее США и ряд других стран неоднократно обвиняли Иран в создании препятствий свободе навигации в этом регионе. Украина может направить 4 минных тральщика из Великобритании для открытия Ормузского пролива, пишет британская газета The Times. Корабли базируются в Портсмуте и могут присоединиться к миссии Великобритании и Франции по разминированию и восстановлению судоходства после окончания конфликта. Украина также готова предложить морские дроны и средства борьбы с беспилотниками. Эти суда пока что не используют в Черном море из-за рисков и ограничений Конвенции Монтрё, международного соглашения, которое регулирует проход военных кораблей через проливы Босфора и Дарданеллы и ограничивает их в военное время. Германия представила новую военную стратегию, сохранив прежний ориентир по численности действующей армии – 260 тысяч военнослужащих. Документ обнародовали на фоне призывов части военного руководства увеличить состав вооруженных сил из-за роста угроз безопасности в Европе. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что общая цель остается на уровне 460 тысяч человек с учетом резервистов. По его словам, в ближайшие годы Берлин намерен поэтапно укреплять оборонный потенциал страны. Особое внимание в стратегии уделено противовоздушной обороне, беспилотным системам и защите от новых видов ракетного оружия.
Ясно, и это уже видно сегодня, что автоматизация и искусственный интеллект неизбежно будут и дальше влиять на наше планирование. Сколько солдат нам тогда потребуется? И с какой квалификацией? Наша цель есть и должна быть, как заявил канцлер и как считаю я сам, стать сильнейшей обычной армией в Европе. Там, где это необходимо, наращивание военной составляющей будет сопровождаться наращиванием гражданской. Гражданский компонент будет расти прежде всего там, где он напрямую, немедленно и эффективно поддерживает войска, то есть рядом с ними или внутри них. Мы будем избегать долгосрочных жестких обязательств. Мы хотим уйти как в гражданской, так и в военной сфере, от традиционного мышления по отдельным секторам. Начиная с увеличения личного состава, для указанных возможностей нам нужно не только оборудование. Нам также нужен соответствующий персонал. И план наращивания отвечает на этот вопрос. Основной ориентир — цель как минимум 460 тысяч боеготовых военнослужащих, включая действующий состав и резервистов. Мы планируем необходимое расширение в 3 этапа. Не последовательно, а одновременно. Первый этап — наращивание до 2029 года. В первые годы нам необходимо быстро увеличить численность персонала, чтобы обеспечить максимальную устойчивость и обороноспособность. Противовоздушная оборона Германии и НАТО, будь то перехватчики, дроны, системы ПВО или даже защита от гиперзвуковых ракет, будет одним из главных приоритетов в ближайшие годы. Это лишь один пример. Что касается ФКАС, решение зависит от глав государств, от канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Я ожидаю, что решение о дальнейших действиях будет принято на этой неделе. Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и главой МИД Хакаом Фиданом. Визит проходит на фоне подготовки к июльскому саммиту Альянса в Анкаре. Среди ключевых тем — безопасность региона, усиление обороны НАТО и роль Турции в Альянсе. Рютте также заявил, что союзникам есть чему поучиться у турецкой оборонной промышленности. Кроме того, он заявил, что НАТО сталкивается с серьезными угрозами со стороны России, Китая и Ирана во время визита на турецкое оборонное предприятие. Такие компании, как Aselsan, объединяют 2 элемента — производство и инновации. Это высший приоритет для НАТО. Это также станет одной из ключевых тем на саммите НАТО в Анкаре, который состоится в июле. Конечно, мы будем отмечать, что коллективно смогли увеличить расходы на оборону, но также крайне важным будет оборонное производство, потому что мы должны работать лучше, мы должны делать больше. И мы можем многому научиться у того, что Турция делает здесь. Опасности, с которыми мы сталкиваемся, велики. От Арктики до Средиземного моря, от космоса до морского дна, от ракет и дронов до сложных кибератак. Война России против Украины продолжается, военная модернизация Китая и наращивание его ядерного потенциала продолжаются. Иран распространяет террор и хаос. И вы особенно остро ощущаете это здесь, в Турции. В последние недели НАТО успешно перехватило баллистические ракеты, направлявшиеся в Турцию из Ирана, в 4 отдельных случаях. НАТО готово к таким угрозам и всегда сделает все необходимое для защиты Турции и всех союзников. Европу может ждать тяжелое лето из-за кризиса вокруг Ирана и перебоев с поставками топлива. Об этом заявил комиссар Европейского союза по энергетике Дан Йоргенсен. По его словам, даже если Ормузский пролив откроется в ближайшее время, восстановление поставок газа займет годы, а нефти и нефтепродуктов — несколько недель. Сейчас в Брюсселе готовят меры, чтобы смягчить последствия перебоев с поставками топлива. Разумеется, мы готовимся, рассматривая различные сценарии того, что может произойти. Но я должен сказать прямо, даже в лучшем сценарии ситуация не выглядит хорошей. Допустим, война закончится сегодня, а Ормузский пролив полностью откроется уже сегодня днем и останется открытым. Я не думаю, что это очень реалистично, но предположим это ради обсуждения. Даже в такой ситуации по газу потребуется больше пары лет, чтобы вернуться к уровням добычи, которые у нас есть сейчас. С нефтью ситуация немного другая. Вероятно, объемы добычи можно вернуть к прежним уровням за несколько недель. Но даже если это произойдет, понадобится еще как минимум несколько недель, чтобы доставить нефтепродукты с Ближнего Востока в Европу. Поэтому, по моей оценке, нас ждет лето, которое определенно будет трудным.
Даже при лучшем сценарии мы можем столкнуться с проблемами надежности поставок авиационного топлива, а позже, возможно, и дизельного топлива. Пока этого еще нет, но такое может случиться. Мы уже видим, что авиакомпании начинают сокращать спрос, закрывая различные маршруты. Это прискорбно. Худший сценарий, конечно, трудно даже определить. Но если это продлится многие месяцы или даже годы, нас ждет совершенно новый мировой порядок и, вероятно, очень серьезные экономические последствия, выходящие далеко за пределы только энергетического сектора. Нефтеперерабатывающий завод в Шветте на северо-востоке Германии с мая может остаться без поставок казахстанской нефти. Об этом сообщили в Министерстве экономики Германии. По данным Reuters, ранее источники в отрасли заявили, что Россия намерена с 1 мая остановить транзит нефти из Казахстана по нефтепроводу «Дружба». Эти поставки напрямую обеспечивали работу одного из крупнейших немецких нефтеперерабатывающих заводов, который также снабжает топливом Берлин. В министерстве уточнили, что немецкое подразделение компании «Роснефть», управляющее предприятием, уже уведомило власти о возможных изменениях. При этом официального подтверждения со стороны российского правительства пока не поступало. Ведомство заявило, что компания оценивает последствия ситуации и готовит дальнейшие шаги. Также будут задействованы существующие механизмы для сохранения стабильных поставок топлива в Германии. В Берлине подчеркнули, даже при прекращении поставок казахстанской нефти угрозы обеспечению страны нефтепродуктами на данный момент не ожидается. Ремонтные работы на украинском участке нефтепровода «Дружба» завершены, сообщили в украинской нефтяной компании, и об этом говорится в пресс-релизе компании МОЛ. Компания «Моль ПЛЦ» сообщает участникам рынка капитала следующее. АО «Укртранснафта» — компания, ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода «Дружба», официально уведомила «Моль ПЛЦ» о том, что ремонтные работы на нефтепроводе завершены, а обстоятельства форс-мажора, действовавшие с 27 января 2026 года, прекратились в 18:00 21 апреля 2026 года. Согласно уведомлению, АО «Укртранснафта» готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию. В Кремле уже заявили, что российская сторона технически готова возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» и выполнять контрактные обязательства перед Венгрией. В настоящий момент вы знаете, что российская сторона остается готовой в технологическом плане. Мы имеем договорные обязательства с Венгрией, но после того, собственно, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены. Все зависит от киевского режима, откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж. Словакия заявила, что поддержит следующий пакет санкций Евросоюза против России только после возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил глава МИД страны Юрай Бланар после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. По его словам, для Братиславы вопрос энергоснабжения остается приоритетным. С 27 января и до сегодняшнего дня Украина не разрешает это, что для нас однозначно является политическим использованием этого вопроса со стороны Украины. Это подтверждается и тем, что после выборов в Венгрии мы сейчас получаем сигналы о возможном возобновлении поставок нефти. Мы можем заявить, что готовы поддержать 20-й пакет санкций против России, поскольку, по нашей оценке, он не окажет влияния на экономику Словакии. Однако мы сделаем это только после того, как российская нефть поступит в Словакию по нефтепроводу «Дружба». Пока могу сказать и подтвердить, что у нас такой информации нет. И я сообщил об этом коллегам и всему Совету по иностранным делам. Это политическое решение, вытекающее из политического решения президента Владимир Зеленский не пропускать нефть в Словакию и Венгрию. От имени словацкой стороны могу заявить совершенно четкую позицию. Словацкая республика не участвует в кредите, который будет предоставлен Украине совместно с двумя другими странами — Чехией и Венгрией. После того, как этот кредит был одобрен Европейским Советом в декабре, при условии, что мы не будем в нем участвовать, для нас этот вопрос закрыт. Это вопрос для других. Словацкая республика никогда не находилась в позиции, чтобы блокировать этот кредит. Однако возобновление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» действительно является для нас очень важным вопросом. Греция объявила о пакете помощи на сумму около 500 миллионов евро для поддержки домохозяйств на фоне последствий конфликта между Ираном и его влияния на цены на топливо и продукты. Экономика страны держится и показывает результаты лучше ожидаемых. Однако остаются нагрузки из-за цен в супермаркетах, расходов на детей, подорожавшего топлива и заботы о пожилых людях по всей Европе, и у нас в стране тоже.
Поэтому сегодня я объявляю пакет мер поддержки, адресованный всему населению. Субсидия на дизельное топливо на заправках продлевается на май и составит 20 центов за литр. Мера, которая явно облегчает положение бизнеса и потребителей. Стоимость составляет примерно 500 миллиарда евро и добавляется к текущим бюджетным мерам, а также к более широкой налоговой реформе, которая уже реализуется. Это лучшее, что мы можем сделать, сохраняя экономический баланс, которого нам удалось добиться столь тяжелым трудом. Китай вновь раскритиковал действия японских политиков, связанные с храмом Ясукуни. В Пекине заявили, что подношения премьер-министра Японии и визиты ряда официальных лиц вызывают серьезную обеспокоенность китайской стороны. Вчера мы уже ясно изложили серьезную позицию Китая. Серия негативных действий Японии, связанных с храмом Ясукуни, является открытой провокацией против международной справедливости и грубо попирает человеческую совесть. Китай крайне возмущен этими вопиющими действиями и решительно осуждает их. Во время Второй мировой войны японский милитаризм совершил бесчисленные тяжкие преступления, принеся огромные бедствия Китаю, другим странам Азии и всему миру. Храм Ясукуни посвящен памяти погибших японцев, включая осужденных после войны за военные преступления. В ряде стран Азии его посещение японскими лидерами воспринимают как символ недостаточного признания прошлого. Очередной скандал вокруг директора ФБР Каши Паттеля набирает обороты. Он подал иск против американского журнала The Atlantic после публикации статьи с резкой критикой его работы. В материале утверждалось, что Паттель якобы злоупотреблял алкоголем, пропускал рабочие встречи и создавал риски для национальной безопасности. Авторы ссылались более чем на 20 анонимных источников. Сам директор ФБР все обвинения отверг. Паттель назвал публикацию ложью и заявил, что намерен защищать свою репутацию в суде. Размер иска составляет $250 миллионов. Ответьте прямо на обвинение в статье The Atlantic, что ваши необъяснимые отсутствия создавали риск для национальной безопасности. И кроме того, можете ли вы однозначно заявить, что во время вашего пребывания на посту директора ФБР вы не были в состоянии опьянения и не отсутствовали на работе? Я могу однозначно сказать, что никогда не слушал мафию фальшивых новостей. И когда они становятся громче, это лишь означает, что я делаю свою работу. Этот директор ФБР находился на службе вдвое больше дней, чем каждый директор до меня. Это значит, что я взял вдвое меньше выходных, чем мои предшественники. Это значит, что я взял на треть меньше отпуска, чем они. Это значит, что это ФБР вместе с этим Министерством юстиции снизили уровень убийств на 20 пунктов. Я на работе. Я прихожу первым, я ухожу последним. Я как обычный американец, который любит свою страну, любит хоккей и поддерживает своих друзей, когда они поднимают золотую медаль и приглашают меня отпраздновать. Я никогда не был пьян на работе, и именно поэтому мы подаем иск о клевете на $250 миллионов. И любой из вас, кто хочет поучаствовать, давайте попробуйте. Увидимся в суде. Можете объяснить проблему со входом в компьютерную систему? Просто объясните проблему со входом в систему. В вашем иске утверждается, что вы не могли войти в систему. Что вы подумали, когда не смогли войти? Давайте проведем опрос. Сколько из вас верят, что это правда? Подождите. Вы с кем-нибудь связывались? Вы задали вопрос. Дайте мне ответить. Вы говорили с кем-нибудь о том, что подумали, будто вас уволили после того, как вы не смогли войти в систему? Проблема с вами и вашим репортажем? Не перебивайте меня. Вы задали вопрос. Проблема с вами и вашей беспочвенной журналистикой в том, что это абсолютная ложь. Этого никогда не говорили. Этого никогда не было. И я буду служить в этой администрации столько, сколько этого захотят президент и генеральный прокурор. И каждый раз, когда вы публикуете ложь, каждый раз, когда поднимаете беспочвенные вопросы, когда мы здесь, чтобы говорить о мошеннической десятилетней схеме на $3 миллиона со стороны юридического центра по борьбе с бедностью Юга, вы уходите от темы. Простой прямой вопрос. Вы говорили с кем-нибудь о том, думали ли вы, что вас уволили? Простой ответ на ваш вопрос. Вы лжете. И каждый раз, когда вы это делаете, я уже ответил на ваш вопрос. Все просто. Меня никогда не блокировали в моих системах. В вашем иске утверждается обратное. В вашем иске говорится... Любой, кто говорит обратное, лжет. Спасибо. Журнал The Atlantic заявил, что полностью поддерживает свою публикацию и готов отстаивать ее в судебном порядке. Дело уже вызвало широкий резонанс в США и может перерасти в один из самых громких медиаскандалов года. При этом стоит напомнить, это уже не первый громкий скандал вокруг главы ФБР за последний месяц. В конце марта СМИ сообщали, что хакерская группа, связанная с Ираном, получила доступ к личной электронной почте Паттеля и опубликовала часть переписки и фотографий. Тогда в ФБР заявили, что речь шла о старых личных данных, и утечки служебной информации не произошло. В Сальвадоре начался крупнейший судебный процесс против банды МС-13.
Перед судом предстали 486 предполагаемых лидеров группировки, которых обвиняют более чем в 47 тысячах преступлений за 10 лет. Среди обвинений – убийство, вымогательство, торговля оружием и насильственные исчезновения людей. Прокуратура требует максимального наказания – до 245 лет тюрьмы для каждого фигуранта. Большинство обвиняемых содержится в тюрьме строгого режима Цикот, ставшей символом жесткой кампании властей против преступности. Правозащитники ранее критиковали условия содержания в этом учреждении.